Граница Габона встретила нас небольшими приключениями. Нас продержали 5 часов, не объясняя причины и требуя спокойно ждать, пока нам разрешат проехать. Опыт был так себе, но что поделаешь. Зато на следующий день мы доехали до очень символической точки – экватора. В наших головах это звучало странно. Где Украина, а где экватор? Тем не менее, вот за 2,5 месяца мы доехали до экватора по земле. Там же случилось маленькое, не побоюсь этого слова, чудо. Где-то в Марокко мы потеряли крышку к объективу. Где бы мы ее нашли? На экваторе. Ну, мы просто приехали на экватор. Сейчас будем фотографироваться, показывать, рассказывать долго. Я открываю двери. Вот она лежит, эта крышечка, которую мы так долго искали. Мы на экваторе. Знак полуразрушен. Точнее, наверное, чуть более чем полуразрушен, где-то на 70%. Но, тем не менее, это таки экватор. И у нас есть подтверждение. Умереть на экваторе не хочется, поэтому будем быстро и четко. Почти 20 тысяч километров из Хмельницкого, и мы в Габоне. Комари жрут нас. Но мы добрались до экватора и едем дальше. У меня такое осознание, что вот именно в этом месте мы проходим самое-самое большое количество километров за 1 секунду, за тот же период времени. Тут, в этой точке, Земля двигается с намного большей скоростью. Теперь на экваторе красуется и наш стикер. Как ощущение, Лена? Хорошее. Судя по использованной туалетной бумаге, срать кто-то хотел на этот наш экватор. Отметившись на экваторе, мы отправились в национальный парк Лопе, где мы планировали посмотреть на горилл. По дороге, правда, у нас случилась совсем другая неожиданная встреча. Мы ехали. Увидели какашки. Начали говорить: о, вот это слонячие какашки. Проезжаем метров 300-400 и 2 слона. Они так напугались, мы тоже напугались. Слав, ты напугался? Не сильно, но затормозил резко, и слоны испугались и немножко убежали. Да, и сразу в лес, и так завиляли хвостиками и пошли. Но это просто невероятно. Вот едешь по дороге, и ты понимаешь, что через 1,5 километра ты будешь ночевать, и, возможно, они даже придут к нам ночью. Будешь ждать? Как бегемотов. В Габоне мы оказались словно в раю. Прекрасная природа вокруг, спокойствие и никакой войны. Наконец-то мы могли снова остановиться на дикую ночевку. Тем более нас окружала безумно красивая природа. Давно мы уже так не расслаблялись. Смотрите, какое место для дикой ночевки мы нашли. По дороге увидели слонов. Может быть, ночью они придут. Их какашки там валяются 10 метров от машины. Сегодня мы долго не просыпались, и я изменила свои привычки вставать в 6 утра, а потом меня Слава разбудил так толчком: там что-то есть в кустах. Мы поднялись и смотрим, буквально 2-3 метра от нашей машины пасется слон. Не дышали, не скрипели, вообще старались не издать ни одного звука и наблюдали, как он с бивнями и, наверное, его возлюбленная, их было 2 слона, паслись прямо возле нас, возле дерева, и очень долго аккуратненько отрывали листочки от дерева и хрустели. Это было невероятно. Утром у нас была надежда отправиться на трекинг горилл. Но оказалось, что гид отправился в другой город. Мы созвонились, и гид пообещал приехать на следующий день. Ну а мы решили посмотреть немного территорию возле национального парка, отдохнуть и провести еще одну дикую ночевку в том же месте,
в надежде вновь встретить слонов. По дороге я решил пополнить запасы воды с местной реки. Все было тихо и спокойно, пока Лена не спросила: «Слава, а тут есть крокодилы?» Это был странный момент. Действительно, в реке же могут быть крокодилы. К счастью, их там не оказалось. Я быстренько донабрал воду, и мы с облегчением отправились дальше. На следующий день оказалось, что гид что-то темнит. Он все еще был где-то в столице и просил его еще день подождать. Мы заподозрили что-то неладное и решили ехать дальше. По дороге мы совершенно случайно встретили пару испанцев на похожей на нашу Тойоте. Мы встретили испанцев на машине от той же фирмы, которая делала и нашу. Достаточно похоже даже по цвету, но это 78-й Land Cruiser, поэтому немножечко другой. Оказалось, что они едут из Испании в Кейптаун всего за 6 недель. Это абсолютно невероятный ритм. Мы думали, что мы передвигаемся быстро. Но эти ребята заставили нас откалибровать нашу шкалу. Кстати, я говорил вам, что в Африке отличный шопинг. Выше стикинова. Смотрите, что можно купить в Африке за 1,5 евро. Merci beaucoup. Ананас я взяла за 2500, а за 1000 франков вот целый ветку бананов. Мы в городе Ламбарене, в Габоне. И здесь нобелевский лауреат Альберт Швайцер открыл свой госпиталь. И что было новым, это то, что в госпитале были родные вместе с больными, и это должно было уменьшить стресс, и чтобы больные чувствовали себя как дома. В то же время родные, которые были с больными, работали на благо госпиталя как волонтеры и разные задания выполняли, и таким образом очень успешно получилось все у Альберта Швайцера, и получил он Нобелевскую премию. Должен вам признаться, что увидеть что-то такое в габонской глубинке мы не ожидали. Альберт Швайцер действительно постарался. Он более 100 лет назад основал этот госпиталь. Его выгоняли из Габона не раз за его немецкое происхождение, но каждый раз он находил способ вернуться и совершенствовать свое дело. Благодаря Швайцеру практически из ничего вырос целый город, а госпиталь добился невероятных успехов. Даже сейчас эта больница лечит более 50 тысяч людей каждый год и входит в 5 основных центров по изучению малярии в Африке. Наверное, это была наша первая встреча с серьезным европейским наследием на африканской земле. После Ламбарены мы решили посетить национальный парк Луанго на берегу океана. Доехать туда за день не получалось. Вечер застал нас в дороге, и мы решили переночевать снова в дикую. Мы, конечно, надеялись на близость слонов, но в этот раз нам посчастливилось встретить только насекомых, маскирующихся под траву, и обезьян, которые прыгали по деревьям. Дорога в Луанго всего каких-то 220 километров. Заняла у нас целый день. Довелось проехать даже через нефтяное поле. Я думаю, если вас спросить о странах, где добывают нефть, вы подумаете о Катаре, Эмиратах и так дальше. Но вот мы в Габоне едем через поле в территорию, где добывают нефть. И просто так нас не пускают. У шлагбаума нам пришлось подождать, пока подгонят специальную машину security, которая теперь нас эскортирует с одного конца нефтяного поля в другой. Дополнительная сложность была и в том, что этих дорог нет практически ни на одной карте. На maps.me все обозначено лишь как множество пешеходных троп. Но оно того стоило, ведь мы добрались в самый известный парк этой части Африки. Сейчас мы начинаем наше путешествие на сафари, и обещают, что мы увидим очень-очень много, несмотря на то, что сейчас сухой сезон.
слышали отзывы от испанцев и говорят, что это невероятно. Посмотрим, кого мы увидим. Как вы думаете, кого? Сафари на лодке – это что-то невероятное. Во-первых, это звуки. Джунгли просто разрывались перекличкой разных птиц и криками обезьян. Ну а во-вторых, это животные. Посмотрите, например, на этого крокодила. Он как выставочный образец на пьедестале. Крокодил, конечно, был лишь началом. Очень быстро нам стали попадаться слоны. Слоны были повсюду и абсолютно разных размеров. Это что-то невероятное. Такого мы еще никогда не видели. Слонов на сафари мы встретили не один десяток. Конечно, габонцы молодцы. В отличие от своих соседей, они смогли сохранить природу. Их президент был первым в регионе, кто начал создавать национальные парки. И теперь мы можем увидеть животных в их натуральной среде обитания. Сам Лодж тоже был очень красивым местом, и нам сильно повезло остаться тут бесплатно, потому что мы могли жить в своей машине и приехали только на сафари. Обычно проживание в этом лодже стоит 150 евро с человека, что включает питание. Плюс еще надо на сафари и остальные развлечения. Нам же позволили закемпиться тут бесплатно, и мы в машине провели 3 дня, наслаждаясь этой природой, наслаждаясь водой, солнцем и классным настроением. Hello, Ukrainians. My recommendation is for most of you to stay in Ukraine. Not go to Africa. No, everybody is welcome. As long as you don't arrive here drunk. Leave your vodka at home. Посреди такой природы и звуков даже Лена начала медитировать. Ну а я решил наконец достать наш дрон и проверить, как же на нас смотрят птицы. Габон подарил нам возможность наконец-то прочувствовать автономность нашей машины. У нас были и продукты, и вода, и топливо. Так что мы могли просто остановиться на берегу океана и наслаждаться жизнью. Это нереальный опыт, нереальная свобода. Пару дней назад мы попробовали мыться в том диком месте, где мы остановились. Просто выбежали голые, быстренько, чтобы назад. Сейчас, честно говоря, даже не спешим. Просто наслаждаемся вот этим видом, возможностью помыться. И это лучше, чем любой курорт. Но все же кое-что заставило нас взгрустнуть и задуматься. 2 ночи в Габоне мы ночевали в диком месте, на таком пустынном пляже. Очень красиво, океан, пальмы, вдали киты плещутся. Но есть один момент, который смущает и не радует.
это мусор. Причем мусор не тот, который люди здесь оставили, когда приходили на пляж, а мусор, который океан выбросил на берег. И смотря на все это, в основном видно пластик, бутылки из-под шампуней, какая-то упаковка, немножко стекла. И как-то задумываешься, что все, что мы покупаем, например, шампунь каждый месяц, все эти бутылочки мы выбрасываем, куда они попадают? Возможно, в Европе на свалку, здесь, в океан, но все это остается где-то в природе, часто не перерабатывается и заставляет задуматься. Возможно, это хорошая идея для предпринимателей, для бизнеса, делать упаковки, которые будут разлагаться со временем и не засорять нашу планету. Вот и наш contribution за 2 дня нашей жизни. И как бы мы ни старались, все равно получается очень много мусора, из которого практически все это пластик. И хоть мы это выкинем на какую-то свалку, оно, скорее всего, на этом континенте там и останется на очень долгое время. Въезжая в Габон, мы испытали, наверное, самый негативный опыт на границе. Нас заставили ждать 5 часов. Просто решение от начальника, что нам можно ехать дальше. И было сложно. А сейчас мы выезжаем из Габона. Сегодня мы намерены покинуть Габон, въехать в Республику Конго. И провели по факту мы в Габоне почти самое длительное количество времени. После Марокко, наверное, самое длительное. Нам очень понравилось. Природа очень классная. Людей немного. Люди не подходят к тебе с какими-то просьбами практически никогда. Очень много мест для диких ночевок, чем мы и пользовались. Очень понравилось ночевать на природе. И советую всем Габон, как Африку, которая еще сохранилась такой, как она была, наверное, лет 20-30 назад. По крайней мере, по части природы. Здесь 70% леса по территории страны. Много диких животных. Можно увидеть слонов просто по дороге идущих. Круто. Мы сейчас на дороге, которая ведет из Габона в Конго, 30 километров от Республики Конго. Нам очень повезло, что сезон сухой, иначе вот здесь ямы, которые бы оказались просто лужами, но вот по пояс глубина. И ради эксперимента мы решили проехать на машине по сухому здесь. И это было так, немножко напряжно. Но что здесь в сезон дождей, представить тяжело. Ну и отлично, что погода нас благословила. Ведь за прошлые недели мы уже достаточно натерпелись. Тем не менее, расслабляться пока еще было рано. Ведь следующие страны — это Конго и Демократическая Республика Конго. Слышали мы о них мало хорошего. И хоть ехать там нужно значительно меньше, чем по Нигерии, что ожидать — это был открытый вопрос. Но в следующей серии вы увидите ответ, так что не забудьте поставить комментарий под этим видео и поделиться ним с друзьями. Смотреть Африку на колесах лучше вместе. Пока!